3 недели Анна искала свою 12-летнюю кошку Марту почти каждый вечер. Серая полосатая кошка исчезла после того, как в подъезде на несколько часов оставили открытой дверь и с тех пор словно растворилась. Анна расклеивала объявления, обходила подвалы, писала в районные группы и несколько раз приезжала по чужим сообщениям, но каждый раз оказывалось, что люди видели другую кошку. Она уже почти смирилась с мыслью, что Марта могла уйти слишком далеко, когда однажды утром соседка позвонила и сказала, что похожее животное несколько дней появляется возле старых гаражей на окраине района. Анна приехала туда сразу после работы и почти сразу услышала знакомое хрипловатое мяуканье. Из-под деревянного настила осторожно вышла Марта, похудевшая, грязная, с клочками сухой травы в шерсти. Кошка узнала хозяйку, подошла и впервые за долгое время позволила взять себя на руки. Анна плакала от облегчения и думала только о том, чтобы скорее отвезти ее домой. Она заметила, что живот у Марты стал меньше, а соски были набухшими. Но решила, что кошка просто недавно перенесла тяжелый стресс. Лишь позже ветеринар подтвердил очевидное. Во время пропажи Марта родила котят и, судя по состоянию, продолжала их кормить. Анна вспомнила гаражи и поняла, что малыши, скорее всего, остались именно там. Однако возвращаться в тот вечер она не стала. Было поздно, начинался сильный дождь, а Марта после осмотра выглядела измученной. Женщина решила, что съездит утром, хотя врач предупредил, новорожденным котятам нельзя надолго оставаться без матери. Ночью Марта почти не спала. Она ходила по квартире, громко мяукала у входной двери и несколько раз пыталась выскочить в подъезд. Тогда Анна поняла, что совершила ошибку. Едва рассвело, она посадила кошку в переноску и вернулась к гаражам. Марта сразу начала беспокойно метаться, а когда ее выпустили, быстро направилась к тому самому настилу. Под старыми досками Анна нашла 4 крошечных котят, прижавшихся друг к другу. Они были холодными и слабенькими, но живыми. Марта легла рядом и сразу начала их кормить. Анна осторожно переложила всю семью в коробку и отвезла домой. В следующие недели котята росли в тепле под постоянным наблюдением ветеринара, а позже для каждого нашли надежную семью. Марта осталась с Анной. После этого женщина еще долго вспоминала тот вечер и понимала, найти потерявшееся животное иногда недостаточно. Нужно попытаться понять, что с ним произошло за время отсутствия и не оставило ли оно кого-то ждать своего возвращения.